Всем привет, с вами Твинсон, и сегодня я хочу рассказать вам об одном очень интересном ультрабуке, а именно MSI Prestige 15 на базе процессоров Intel 11 поколения. Этот ультрабук предлагает оптимальное соотношение и сочетание компактности, производительности и цены. На мой взгляд, именно эта модель занимает определенную уникальную нишу, и об этом я обязательно вам расскажу. И на момент записи этого видео уже прошло где-то полгода, если не больше, как вот он находится в продаже. И по сей день нет ни одного видеообзора на русском языке, нет обзоров на английском. И даже если вы придете в магазин, чтобы посмотреть на него физически, как бы пощупать, там, попробовать, вы не найдете его ни в одном магазине, я пробовал найти. Абсолютно в любой сети, включая МВидео и многие другие, они доступны исключительно под заказ. Так что вот такое получается загадочное устройство. Я его брал, можно сказать, как кота в мешке, но вам спешу рассказать все детали. На борту у этого ультрабука даже в базовой комплектации идет 15-дюймовый IPS-экран с Full HD разрешением, процессор Intel Core i7 11 поколения 1185G7 Tiger Lake с базовой частотой 3 ГГц, 16 ГБ оперативной памяти DDR4 с частотой 3200 МГц, видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q на 4 ГБ и SSD объемом 1 ТБ, работающий на базе PCI Express 4. Габариты составляют 356 на 234 на 17 мм. Весит данный аппарат 1 кг 690 грамм. Ну и тут вы спросите, а в чем фишка? Для ответа на этот вопрос мы обратимся к Яндекс.Маркету и пойдем в раздел ноутбуков. Производителей оставим для чистоты эксперимента и для максимума выбора всех. Размер экрана мы поставим 15 дюймов, оптимальное сочетание, чтобы и не мелко было, и он компактным оставался. Для чистоты эксперимента разрешение оставим просто любое. Линейка процессора нас интересует Core i7, то есть это нужен мощный Intel, только на Intel возможна поддержка разъема Thunderbolt. Оперативная память, поставим от 16 гигабайт. Тип видеокарты, как видите, с Intel AMD-шки не идут, но нам и не принципиально. Значит, сразу хочу сказать, что линейка MX предлагает прирост производительности крайне незначительный относительно интегрированной графики. А что-то уже очень серьезное формата 2060 и мощнее, если вы посмотрите даже в магазинах живьем, вы увидите то, что они очень громко ревут и очень сильно греются. То есть в данной ситуации я как оптимальное вижу 16-ю серию NVIDIA. Давайте поставим абсолютно все модели без исключения. Дальше мы поставим, чтобы у нас памяти было SSD-шкой не менее терабайта. И нужно, чтобы сразу была установлена винда. Дальше мы поставим ограничение по весу, скажем, до 2 кг, чтобы это было портативное устройство. Все, как видите, мы очень много чего не задавали. Идем наверх и ставим фильтр по цене. И как видите, по цене это устройство оказывается самым дешевым, и если вы посмотрите на все более дорогие варианты, то они на более старых поколениях процессора, то есть это 10-е, где-то даже 9-е, а разница в цене уже очень-очень-очень ощутимая, то есть получается, что по процессору это самое интересное решение, а по цене самое дешевое. А теперь давайте посмотрим поподробнее, так ли он хорош на самом деле. Начнем с дизайна. Выглядит устройство достаточно строго, при этом стильно, вот с таким интересным синим кантом по корпусу. При этом это не глянец, то есть отпечатки, да, он собирает, но не так критично, как могло бы быть, и они, в принципе, любой влажной салфеткой стираются так, что выглядит как с завода. И это первое устройство в линейке Prestige, на котором разместили уже новый дизайн логотипа, который, на мой взгляд, очень похож на такой у Hewlett-Packard. Но при этом выглядит все очень современно, минималистично, стильно, то есть не скажешь, что это какой-нибудь экстремальный геймерский аппарат, и с ним не стыдно будет поработать в офисе, например. Что касается разъемов, то здесь все очень хорошо. У ультрабука слева есть два USB Type-C, они же Thunderbolt 4, есть полноразмерный HDMI порт и комбинированный джек для микрофона или наушников. С правой же стороны есть два полноразмерных скоростных USB-шника и картридер для microSD. Это, пожалуй, единственный странный момент. Конечно, хотелось бы в идеале для полноразмерной SD-шки. И тут я хочу отдельно остановиться и подчеркнуть, что зарядку по Type-C я расцениваю как огромный плюс.
То есть, если вы хотите добиться прям максимальной мобильности, то вам достаточно будет взять одну зарядку для того, чтобы зарядить ваш ультрабук, смартфон, наушники, мышку и там далее по списку весь ворох устройств. И если уж совсем понадобится подзарядить ультрабук в условиях, когда розетки рядом нет, вы сможете воспользоваться вашим пауэрбанком от смартфона. Ну и поскольку на корпусе находится два Type-C, то заряжаться можно через любой из них. Зарядное устройство выглядит вот таким образом. Блок у него находится где-то ближе к середине провода, что, наверное, не так удобно. Но при этом длины провода абсолютно всегда хватает. А вот сам Type-C, который втыкается в ультрабук, получился каким-то очень длинным и несгибаемым. Ну, оно в принципе проблем не доставляет, но если у вас максимально ограничено пространство, то это надо иметь в виду. Качество материалов не вызывает никаких вопросов, то есть все выглядит красиво, дорого, качественно, и к сборке тоже придраться особо не получается. При этом, конечно, нижняя половина сделана совсем монолитно, она прям вот из очень твердых материалов, вообще никак не прогибается, даже если вы очень активно будете набирать на клавиатуре или там как-то яростно пользоваться тачпадом, ничего не прогибается. Верхняя же крышка с экраном гораздо более тонкая, ну и хлипкой ее не назовешь, то есть она не сломается на ровном месте, но такой монолитности и такого ощущения надежности, как нижняя часть, она не вызывает. Единственное место на корпусе снаружи, к которому я могу придраться, это вырез для открытия экрана. Он настолько маленький, тонкий и неудобный, что крышку подцепить просто нереально. И тут остается либо открывать с какого-нибудь там 5-го раза, либо открывать двумя пальцами, взяв экран по бокам и открыв его таким образом. Оно, в принципе, не критично, но, как факт, это отношу к недоработкам. А вот знаменитый тест на MacBook, Ultrabook проходит отлично, можно, не придерживая нижнюю часть, легко открыть его, и низ никуда не сдвинется и останется стоять на месте. Верхнюю крышку, кстати, можно открывать вплоть до 180 градусов, чтобы экран лежал в одной плоскости с основанием ультрабука. Ну а когда открываешь ультрабук, первое, что привлекает взгляд, это, конечно, огромный тачпад. И если в высоту он достаточно обычный и компактный, то в ширину он просто огромен. При этом можно спокойно перемещаться по всему экрану, пользуясь лишь половиной этой ширины. Также в левой части тачпада находится сканер отпечатков пальцев. И работает он очень хорошо, как на флагманских смартфонах. Ну то есть случаев, когда он меня не узнает и просит приложить палец еще раз, было крайне мало. Клавиатура мне здесь тоже понравилась. Она сразу же удобная, набирать получается тут же быстро и без опечаток. И в этом помогают, конечно же, большие клавиши, они имеют достаточно глубокий ход. У клавиатуры есть несколько степеней подсветки. Есть функциональные клавиши, рядом с некоторыми клавишами вроде Caps Lock есть свои лампочки. И по умолчанию функциональные клавиши работают без нажатия кнопки F, и я просто в восторге от этого. Здесь есть специальные кнопки, которые на уровне драйверов могут отключить в одно нажатие микрофон и камеру, что позволит добиться дополнительной приватности. Ну и теперь давайте включим ультрабук, и, как видите, все включается и загружается максимально быстро. Ну, оно и не удивительно, всего несколько секунд, и вы в системе, для таких характеристик это норма. Вообще в этом аппарате уделили достаточно большое внимание микрофонам и камере. Так, для микрофонов доступен целый ряд технологий на выбор по включению шумодавов, по улучшению качества и тому подобному. Но при всем при этом камера всего лишь HD, то есть это 720p. Обзор у нее весьма широкий, качество достаточно приемлемое, хотя и сильно зависимое от освещения, но в сравнении с отдельной мощной веб-камерой, там от каких-нибудь Logitech, это, конечно, все очень несерьезно, и это проблема не данного устройства, а всех ультрабуков и ноутбуков в целом. Ну, примерно как-то так выглядит изображение с веб-камеры, если вы поставите перед собой ультрабук. Примерно так звучат микрофоны. В принципе, без каких-либо сюрпризов, достаточно широкая картинка, но в целом ничего впечатляющего. И если сравнить с отдельно продаваемой веб-камерой, с какой-то качественной, например, Logitech C920, которая стоит там 5-7 тысяч, то, вы увидите то, что и по звуку, и по изображению это, конечно, просто земля и небо. Разумеется, для дополнительной степени приватности, всегда, когда камера работает, рядом с ней будет гореть лампочка, чтобы вы знали, что кто-то за вами наблюдает.
И да, эту камеру можно использовать для функции Windows Hello, то есть входить в систему не только по отпечатку, но и, например, по распознаванию лица. Теперь поговорим об экране. Здесь установлена IPS-матрица, как видите, вокруг нее очень тонкие рамочки. В моем случае разрешение Full HD, есть еще вариант с 4К разрешением, но, на мой взгляд, 4К на 15 дюймах это какой-то немножко абсурд. Картинка выдается очень хорошая, сочная, качественная, в помещении у вас не будет вообще никаких вопросов. Ну, если выйдете на улицу, то различить, что происходит на экране, получится, то есть и поработать, и посмотреть сериал вы сможете вполне себе. Ну, конечно, на улице хотелось бы сделать еще ярче и сочнее, как, например, это происходит на смартфонах. Ну и что касается засветов, то я их не обнаружил вообще. То есть даже когда я снимал при полностью выключенном свете и поставил на камере ISO на максимальное значение, я не смог увидеть никаких засветов и там неравномерностей в подсветке. И живьем тоже ничего не видно, то есть здесь все просто отлично. Кстати, когда вы открываете экран на 180 градусов, можно нажать одну функциональную клавишу и развернуть изображение для собеседника, сидящего напротив. Не сказать, чтобы это очень часто нужная полезная вещь, но в принципе забавная функция, пусть будет. Теперь поговорим про встроенный звук. Динамики здесь, конечно же, есть, но они весьма слабенькие. Если вы сидите в тихом помещении и вам нужно поиграть, созвониться, поработать, послушать музыку, с этим никаких проблем не будет, вы все услышите, все прекрасно разберете, все будет достаточно отчетливо, хотя, конечно, без каких-либо басов или там запредельных частот. Но громкость почти всегда приходится вкручивать на максимум или сильно больше половины. И если вы захотите воспользоваться им где-то на улице или в шумном месте, скорее всего, придется обращаться к помощи наушников, потому что запаса громкости не хватит. Я даже провел забавный тест, где я сравнил динамики этого ультрабука со своим мобильным телефоном Samsung Galaxy S20 Plus. Кстати, с ультрабуком идет программа MSI Center. Это программа, которая позволяет управлять настройками ультрабука, выбирать профили производительности и экономии батареи. Здесь у нас доступно 4 режима. Высокая производительность — это все кулеры на максимум и никакой экономии. При этом в режиме высокой производительности можно вручную выбрать скорость вращения вентиляторов. И тут надо отметить режим Cooler Boost, в котором кулеры начинают реветь так, что вы не услышите даже свои динамики, скорее всего. Но в реальных условиях, если его не выставлять и оставить авто, все будет значительно тише и работать будет прекрасно. Кстати, можно даже заморочиться и вручную задать настройки для кулеров при разных температурах для процессора и видеокарты. И супер батарея — это режим максимального сбережения, в котором кулеры отключаются вообще в принципе. То есть устройство становится абсолютно беззвучным. В Application Optimizer можно создавать различные профили для оптимизации работы ультрабука под разные приложения. Также можно выбрать режим работы шумодава и включить-отключить клавиши FN, клавишу Windows и даже вашу веб-камеру прямо отсюда. Также есть возможность следить за вашей оперативкой, за SSD и за батареей, выбирая различные профили и ограничивая, до скольких процентов может заряжаться ваш ультрабук. Здесь же можно создать бэкап системы и восстановить систему. В общем, достаточно удобно то, что есть такая программа, идущая с ультрабуком, которая позволяет провести все базовые настройки и все выставить под себя. По беспроводным подключениям здесь все просто отлично, поддерживаются все возможные виды Wi-Fi, поддерживается самый современный Bluetooth, интернет ловит стабильно, выдает высокую скорость, дома ловлю 250-300 мегабит без каких-либо проблем на другом конце квартиры. Bluetooth прекрасно работает с несколькими устройствами, то есть я одновременно подключаю к нему и мышку, и наушники. Ничего не отваливается и не прерывается. Тут даже есть опция раздачи интернета ультрабуком по Wi-Fi. Охлаждение на этом ультрабуке расположено прямо вот над клавиатурой, и воздух выходит из вот этих двух зон прямиком на экран. При этом экран к этому подготовлен, ничего страшного с ним не приключится. И здесь есть вот сзади такая большая зона, которая тоже
работает для кулеров и для вентиляции. Здесь, если присмотреться, видно, что два кулера расположено отдельно для процессора и для видеокарты. При этом надо отметить, что в нижней части ультрабука ножки, они действительно очень высокие, что тоже способствует хорошему охлаждению корпуса. При этом для большинства не слишком тяжелых игр я использую средний или даже низкий режим работы кулеров, и все работает прекрасно, не тормозит даже от батареи. Ну и раз пошла речь о производительности, нагрузках и нагреве, то вот вам примеры нескольких игр. Различные не слишком тяжелые игры формата Desperados 3, Warcraft 3, Civilization 6 работают безупречно, можно смело выставлять самые максимальные настройки, и все будет идти прекрасно даже от батареи. Если взять что-то потяжелее и запустить, например, World of Warcraft Shadowlands, то в классических локациях можно получить на самых максимальных настройках порядка 60-80 кадров в секунду. Ну и если отправиться в актуальный контент, то порядка 40 FPS. Ну и чтобы показать, как ультрабук справляется с какими-то очень тяжелыми играми, я скачал Battlefield 5. И, к моему удивлению, аппарат справился с ним очень достойно. Все настройки я выставил на самый возможный максимум. Запустил кампанию, где много взрывов, много всего происходит. И даже от батареи получил 30 кадров в секунду. И при подключении к розетке где-то от 40 до 60 кадров в секунду. Но да, на такой игре, конечно, уже раскалилась и клавиатура, и весь ультрабук, и кулеры начали реветь посильнее. Тем не менее, за минут 15, которые я провел в игре, никакого тротлинга не возникло, то есть FPS не упал, все осталось на должном уровне. Кстати, если вы рассматриваете этот аппарат для каких-то тяжелых графических нагрузок или для игр, то надо учитывать, что вам подойдет только версия на 15 дюймов, о которой мы сейчас говорим. Потому что в версии на 14 дюймов установлен только один кулер, причем он общий и на видеокарту, и на процессор. Здесь же установлены два отдельных кулера. Один на видеокарту, один на процессор, и поэтому никакого тротлинга нет, а на 14 дюймах есть. Теперь поговорим про автономность. Ну, разработчики заявляют, что их аппарат должен работать от батареи порядка 16 часов. И это, конечно, огромное преувеличение. Я достаточно часто работаю с этого ультрабука и пользуюсь браузером в много окон. У меня запущены различные мессенджеры, у меня запущен Slack, VPN, я подключен к Wi-Fi, яркость на максимум, подключена пара Bluetooth устройств, это наушники и мышка. И в таком формате, в режиме Super Battery, при отключенных кулерах он работает у меня порядка 6 часов. Ну, если же говорить про игры, то от батареи вы можете рассчитывать там от силы на час с копейками, а если это что-то тяжелое, то речь перейдет вообще на минуты. То есть, на мой взгляд, автономность на должном уровне, но откуда создатели взяли 16 часов, я не понимаю в принципе. Но, тем не менее, аппарат весьма бодро держит батарею. Ну и в завершении еще немного поговорим о цене. На самом деле, относительно прошлого поколения этот ультрабук серьезно подешевел, потому что во времена 10-го поколения Intel за те же самые где-то 110-115 тысяч рублей предлагали версию на 512 гигабайт SSD, 8 гигабайт оперативки, и это был 10-й Intel. Здесь же за те же самые деньги уже идет 16 гигов оперативки, терабайт SSD, при этом PCI Express 4 и все новомодные технологии, включая Thunderbolt 4 и 11-е поколение Intel. Ну и как я ранее показывал, прямых конкурентов в этой цене у него просто нет. Так что по факту самый дешевый ультрабук стал еще дешевле. Ну и что же получается в сухом остатке? Перед нами крутой ультрабук. Тонкий, легкий, достаточно мощный, при этом тихий, автономный. Достаточно недорогой для своей конфигурации и для своего размера. Стильный, качественный. При этом, если вы готовы пожертвовать хоть чем-то из характеристик этого ультрабука, например, габаритами, весом, производительностью, то вы сможете найти очень много вариантов от других производителей, в том числе значительно дешевле. Но если же каждое из качеств, производительность, портативность и стоимость для вас является очень важным, то этот аппарат максимально интересен. Я очень рекомендую вам рассмотреть его как вариант для покупки. А на этом все. Спасибо вам большое за просмотр. Надеюсь, вам было интересно. Возможно, я
помог вам. Если так, то, конечно, буду очень благодарен за ваш лайк. Ну, подписываться, не подписываться, дело ваше. Публикуюсь я крайне редко. А на этом все. До новых встреч. Пока.